Меня зовут Джон Уилкинс. Я статистик. И у меня есть что рассказать тем, кто однажды окажется в состоянии борьбы за жизнь при падении с большой высоты. Во-первых, твоя жизнь не проносится перед глазами. Ты, вероятно, не думаешь о своей жене, или своем сыне, или матери, или конференции по статистике, куда ты летел до этого. Если ты чем-то похож на меня, то задумаешься о том, насколько будет больно, когда ты столкнешься с землей, и о том, что ты скажешь СМИ, если выживешь. Поскольку пара вещей тебя точно ждет, а именно боль и новостная шумиха. И знаешь, если ты выживешь, репортеры захотят, чтобы ты сказал им что-нибудь глубокомысленное. Что-то типа, как изменилась твоя жизнь за мгновение ока, как она обрела новый смысл, и как ты собираешься проводить гораздо больше времени со своими детьми. Но на самом деле, ты сейчас не думаешь о том, чтобы взять Джека и Джилл в парк. О чем же твои мысли? Ты проводишь серьезные расчеты. Например, сколько времени у тебя до столкновения? 20 секунд? 10 минут? До отрыва двери я успел прослушать одно из этих обязательных объявлений второго пилота. Так, я случайно узнал, что вывалился из самолета на высоте примерно 13 километров. В свободном падении человек развивает что-то вроде 200 километров в час. Итак, если я посчитаю, у меня есть около 3 минут и 48 секунд до того, как я упаду на землю. Примерно столько же времени нужно, чтобы прослушать песню, перекусить, переждать рекламную паузу или выкурить сигарету. Думаю, это имеет значение, как потратить свое время. Если ты выживешь, тебе следовало бы сказать что-нибудь интересное. Касательно меня, я скажу им, что мое понимание времени кардинально изменилось. Как-то я наткнулся на пословицу, которая звучит примерно так: «Иди в будущее спиной вперед, чтобы помнить о прошлом». Я подумал, что в качестве совета это довольно мило, но может быть чем-то опасным. Я имею в виду, не лучше ли смотреть будущему в лицо? Смело идти туда, куда еще не ступала нога человека. Но чем больше я думал об этом, тем более казалось, что у меня никогда не было иного выбора, кроме как идти назад. Я никогда не знал наверняка, куда иду и что ждет меня в будущем. И идти по жизни задницей вперед — это все, что я когда-либо делал. Эта идея снова пришла мне в голову, когда я сидел в кабинете врача, читая какую-то статью о нервной системе. В ней говорилось, что все, что человек ощущает, уже произошло в прошлом, что всегда есть временная задержка. Например, звуку требуется 10 миллисекунд, чтобы достичь мозга. Изображение требует 40. И прикосновение требует 155 миллисекунд. Временные эффекты влияют на все 5 чувств. Так что, я думаю, если ты не ясновидящий, все, что ты пережил, произошло как минимум долю секунды назад. В любом случае, я прочитал статью и сделал мысленную пометку пораскинуть мозгами об этом позже, как-нибудь в будущем. Возможно, сейчас. Что ж, прямо сейчас я думаю вот о чем. Не самая лучшая идея — это приземлиться лицом на землю. Я должен приземлиться сначала ногами, потом на левый бок. Если я приземлюсь, сведя стопы вместе, и упаду на левый бок, то 8 частей моего тела поглотят удар, одна за другой. Кости передней части стопы, большая берцовая, бедренная, тазовая, позвоночник, лучевая, плечевая кость, ключица. Скажем, я падаю со скоростью 200 км в час. Теперь раздели это на 8 различных участков тела. И к моменту удара головой я снижу скорость до 25 км в час. Это не так уж и плохо, не так ли? В итоге я похож на полусъеденную индейку, зато в сознании, чтобы насладиться последствиями моего выживания. А когда они спросят меня о смысле жизни, я расскажу им о пословице и статье о временных задержках. Ах да, я расскажу им про бездомного, которого я встретил на улице в центре города возле алкомаркета.
Он говорит, что не всегда был бездельником. Когда-то он был ребенком, проводившим время в библиотеке, читая книги по квантовой физике и решая математические уравнения. Позже он окончил какую-то школу Лиги Плюща и стал ученым. Настоящий трудоголик, он мечтал построить машину времени. К тому времени, как ему стукнуло 50, он был эгоистичным придурком, работавшим по 18 часов в лаборатории, не имевшим ни семьи, ни друзей. Но в итоге случился большой прорыв. Он понял, как построить свою машину. Он начал зарабатывать деньги, перемещаясь во времени. Обманывал лотереи и биржевых трейдеров. Он разбогател, стал жадным и подумал про себя. Что бы я сделал, если бы мог прожить свою жизнь заново? Итак, он обналичил деньги и купил золотые слитки. Затем он взял все золото в прошлое, в то время, когда он был студентом, отдал все самому себе, молодому, и посоветовал высунуть свой нос из книг и начать больше жить. Устраивай вечеринки, заводи женщин, живи светской жизнью. Итак, молодой человек берет деньги, бросает учебу и в конечном счете тратит все на наркотики и женщин. Он оказывается на мели, наркоманом и бездельником. И бездельник не может построить машину времени. Что ж, история этого парня была чушью. И она снова напомнила мне пословицу и научную статью. Возможно, я немного похож на бомжа. Я фантазирую о будущем только тогда, когда меня не устраивает, как выглядит мое прошлое. Так или иначе, если я выживу, вот что я расскажу репортерам. Я не собираюсь говорить старыми штампами, что моя жизнь обрела новый смысл, и что действительно важно сейчас посетить мою маму. Я собираюсь сказать, что нет такой вещи, как настоящее, и что нет такой вещи, как будущее. Нет ничего, кроме прошлого. И последняя вещь, которую я сделаю, это дам совет людям, которые однажды будут пытаться выжить в свободном падении. Я скажу, попробуйте лететь сквозь стаю перелетных птиц на вашем пути, чтобы замедлить спуск. Или попытайтесь приземлиться на внешние ветви дерева. Не спускайте глаз с надувных замков, сараев для сена, мусорных контейнеров. Не переживайте сейчас за ваших жен и детей. Просто посчитайте, сколько времени у вас есть до удара. Придумайте изречение и упадите на левый бок. Впрочем, удачи. Subscribe to Dust, the new sci-fi every week.